Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео заключительная часть по вязанию моего новогоднего эльфа. Ссылочка на первую и вторую часть есть в описании под видео, поэтому те, кто уже связал основу, туловище, голову, мы с вами продолжаем. Сейчас свяжем колпачок, оформим полностью гнома. Давайте приступим и уже в этой части закончим полностью нашего эльфика. Приятного вам вязания! Начинаем вязать ушки. Оба ушка вяжутся одинаково. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Дальше, не соединяя вязание в круг, мы провязываем одну воздушную петлю и разворачиваемся, вяжем в обратную сторону. Провязываем 3 соединительных столбика. Получается, в первый столбик вяжем соединительный, во второй также соединительный и в третий. Дальше в следующий столбик провязываем 1 столбик без накида. Остается 2 петли. Вяжем в следующую петлю полустолбик с накидом. В эту же петлю столбик с накидом. И теперь в последнюю петлю провязываем столбик с 2 накидами. В эту же петлю столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок сделали и теперь провязываем. Вытянули петлю, провязали первый накид, второй, третий. Вот такое ушко у нас получилось. Делаем воздушную петлю, нить вытягиваем, вытягиваем длинную, чтобы хватило для того, чтобы пришить ею ушко. Вяжем второе точно так же, потому что они практически не отличаются, поэтому я не делаю какое-то левое, какое-то правое, у меня 2 одинаковых. Теперь мы с вами вот эту длинную нить с помощью иглы переводим на кольцо амигуруми, сильно не стягивая, через столбик с 3 накидами проводим нить. Главное, вот здесь верхушку прям сильно не потяните, чтобы она вот так вот не собралась. Ушко должно остаться остреньким. Вот таким. Теперь давайте пришьем ушко к голове. Отсчитываем от глаза в сторону 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Начинаем пришивать с ряда, где мы устанавливали глаз. Тоже вот сейчас обратите внимание, что ушко может завернуться и стать круглым. Поправляйте обязательно, оставляя его остреньким. Так как это у нас эльф, ушко должно быть острым. Все, вниз пришиваем на где-то 4 ряда. Теперь у нас осталось 2 хвостика от кольца амигуруми. От того, что мы сейчас пришивали ушко, выводим эти хвостики где-нибудь сзади головы между столбиками. Первый хвостик сюда вывели. Также выводим второй. В эту же точку обязательно, не задевая соседние столбики.
сколько мусора от плюшевой пряжи. Теперь завязываем на пару узлов. Обрезаем немного покороче. И с помощью иглы отправляем эти хвостики внутрь головы. Вот так. Вот что у нас получилось. Ушко эльфа смотрит вверх. Вяжем второе ушко точно так же и пришиваем так же, как первое. А теперь давайте я покажу, как сделать утяжку. Утяжка делается совсем небольшая и простая. Берем ниточку в тон цвета тела. Можно любую взять. Эрнар Джинс, Alize Cotton Gold. В общем, любая полухлопковая, хлопковая ниточка. Можно даже использовать зубную нить. Я сама лично ей не пользовалась, но многие делают. Здесь находим на шее, при переходе от туловища к голове, находим центральную точку, центральный столбик, отмечаем 2 точки. На глазах также отмечаем 2 точки, одну с внешней стороны глаза, вторую с внутренней. Оба глазика отметили. Вводим иглу в первую точку внизу головы, выводим с внешней стороны глаза. Я делаю не на серединке, а примерно вот на одном ряду, где глаз заканчивается. Потянули ниточку, снизу оставили хвостик. Теперь иголку вводим с внутренней стороны глаза и выводим снова в первую точку. Там, где хвостик, внизу головы. Вот для этого нам требуется длинная иголка. Теперь отступаем внизу головы 1 столбик в сторону. И выводим с внешней стороны второго глаза. Вводим иглу с внутренней стороны. И выводим внизу головы, где отступали 1 столбик. Вот получается. Здесь у нас на глазу протяжка. Здесь тоже и снизу 2 хвостика. Теперь подтягиваем хвостики. Руками помогаем глазкам немножко утонуть в голове. При этом хорошо подтягиваем. И завязываем крепко на пару узлов хвостики. Вот такая получилась утяжка. Теперь эти хвостики прячем внутри головы. Давайте я покажу, как делать носик. Берем нить плюшевую, из которой вязали голову. Вставляем иглу где-нибудь сбоку, между столбиками. И выводим в ряду, где заканчиваются глазки. У меня здесь немножко разная утяжка на первом и втором. Давайте покажу. На первом, видите, у меня здесь ряд более выделен. И вот именно на этом ряду вышивается носик. Здесь ряд у меня немножко утянулся, но я на этом же ряду буду вышивать носик. Вышиваю я его довольно широким. Он занимает где-то 4 столбика. Нить вытянули, оставляем хвостик. И теперь вот такими стежками прошиваем носик. Делаю стежков много, потому что носик прям явно выделенный. Его хорошо должно быть видно. Так, это у меня уже 3-й стежок идет. Четвертый. Сейчас я еще сделаю 5-й. Посмотрите, если не нравится, всегда можно сразу же переделать. Так, возвращаем хвостик теперь туда же, где оставили первый. Так же, как я вам показывала, как мы делали на ушке.
спрятали кончики нити. Все, ниточки все хорошенько подтягиваем, чтобы все были одинаково ровно подтянуты. Вот такой получился носик. Здесь хвостики завязываем на пару узлов, прячем внутри головы. Носик оформили, ушки пришили. Теперь давайте сделаем реснички, бровки и улыбочку нашему эльфу. Вводим иглу также где-нибудь сзади головы, оставляя хвостик, выводим на 2 столбика в сторону от глаза. Примерно на уровне, где мы устанавливали глазки. Сейчас прошиваем реснички. Сделали первую. Теперь вот эту ресничку, которая иногда может убегать на глаз, ее можно приклеить с помощью клея. Момент кристалл, либо же иногда я использую вот такой клей. Момент пластик. Прозрачный клей. Наносите его совсем немножечко на иглу. Все делается аккуратненько, чтобы не запачкать сам глаз. Все прижимаете, ждете пару минуточек, он подсохнет, и уже никуда эта ресничка убегать не будет. Вот так. Прошиваем теперь также вторую ресничку на 2 столбика в сторону от глаза и сразу поднимаемся вверх примерно на 2 ряда от того ряда, где заканчивается глаз. Так, смотрим, чтобы все получилось одинаково. Бровку я делаю примерно на расстоянии 2 рядов, 3 столбика в сторону. Вот так. Также делаем вторую. И переходим на улыбочку. Она у меня располагается на 2 ряда под носиком. Где-то на расстоянии 5 столбиков. 5-6. С улыбочкой, скажу сразу, дело непростое. С первого раза ее навряд ли можно сделать прям так, чтобы она получилась идеальная. Поэтому придется немножечко помучиться. Чуть больше времени потратить на то, чтобы ее сделать. Получается где-то вот 5-6 столбиков я захватываю. Сейчас попробую 5. И все подтягиваем. Ну, я оставлю, наверное, вот так. Мне кажется, получилось неплохо. У первого у меня чуть побольше улыбочка. Она выглядит вот так. Я ее здесь дополнительно не прижимаю еще одним стежком, а оставляю вот так. Опять-таки можно пройтись клеем, чтобы она была такая вот полукругом и не становилась ровной. Да, вот я оставлю вот такую улыбочку, она мне нравится. Можно сделать ее на ряд повыше, наверное. Давайте даже попробуем сделать на 1 ряд выше. Ну да, та смотрелась получше улыбочка. Но пускай остается уже так, как есть. Если что, я потом переделаю. Но я думаю, суть вы поняли, как это все нужно прошивать. Да, я потом подправлю немножко улыбочку. Вот как первый вариант мне нравилось больше. Выводим хвостики в одну точку и, соединяя их в пару узлов, ниточки обрезаем, прячем. Для воротника красным цветом набираем 28 воздушных петель. Ужасно скрипит красная пряжа. Так, первый, второй. Теперь примеряем
на шею. Мне этой длины хватает в самый раз для того, чтобы потом сшить воротничок. И он не был большим или маленьким. Вот у меня это ровно 28 воздушных петель. Если у вас он больше размером или меньше, набирайте еще дополнительно воздушные петли с учетом того, что раппорт нашего узорчика, остренького этого клина, 3 воздушные петли. Получается, если у вас маленький воротничок, набираете 31 петлю, если большой, то 25. Дальше начинаем вязать. Провязываем соединительный столбик во вторую петлю от крючка. Набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вяжем в обратную сторону по этим 5 воздушным петлям. Вяжем соединительный столбик во вторую петлю от крючка. В следующую петлю вяжем столбик без накида. В следующую полустолбик с накидом. И в последнюю столбик с накидом. Пропускаем на основной цепочке 2 петли. Вот у нас первая, вот вторая. В третью мы присоединяемся и вяжем соединительный столбик. Вот получился вот такой один клин. Дальше снова набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И в обратную сторону вяжем соединительный столбик. В следующую петлю столбик без накида. В следующую полустолбик с накидом. И в четвертую столбик с одним накидом. На основной цепочке пропускаем 2 петли. Первая, вторая, в третью провязываем соединительный. Дальше, я думаю, вам уже понятно, как вязать, но покажу еще один раз. Все клинья вяжутся одинаково, что первый, что второй, что третий, что четвертый. В общем, набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Со второй петли от крючка вяжем в обратную сторону соединительный столбик. В следующую петлю столбик без накида. В следующую полустолбик с накидом. И в четвертую столбик с одним накидом. На основной цепочке пропускаем 2 петли. Первая, вторая и вяжем соединительный столбик в третью. Провяжите так весь ряд. Потом можно пришить на уголочки бубенчики. А в круг пришиваю уже на самом эльфике я после того, как мы полностью оформим ему лицо, пришьем колпачок, волосы, уже потом, чтобы в процессе бубенчики не звенели в процессе оформления. Начинаем вязать колпак с красного цвета. Набираем цепочку из 50 воздушных петель. Я прошу прощения, но очень сильно скрипит красная пряжа, ничего не могу с этим поделать. Первая петля, вторая, 49 и 50 воздушная петля. Теперь замыкаем это вязание в круг. Смотрите, чтобы цепочка не была перекрученной. Присоединяемся в первую воздушную петлю. И сразу же от нее начинаем вязать первый ряд. 50 столбиков без накида. Вяжется по кругу без петель подъема. Примеряйте обязательно цепочку в голове. Если она будет немножко большевата, колпачок будет немножко большего размера, то ничего страшного, мы будем все равно колпак в голове пришивать. А вот если маленький, то будет не очень. Поэтому примеряйте, при необходимости провяжите чуть больше воздушных петель в первоначальной цепочке. Довязываем первый ряд 50 столбиков без накида и следующие 3 ряда, 2, 3 и 4, также провяжите красным цветом по 50 столбиков.
Последний столбик 4-го ряда до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке, меняем нить на белую. И следующие 3 ряда, 5, 6, 7, провяжите белым цветом, также по 50 столбиков. Провязали, также оставляем последний столбик 7-го ряда недовязанным, меняем нить на красную. Дальше у нас с вами будет чередование красного и белого по 3 ряда. Следующий ряд 8. Провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 11 и 12. Провязываем убавку. Далее вяжем 23 столбика без накида. 1, 2, 22 и 23 столбик. В следующей петле провязываем убавку. И теперь довязываем до конца ряда 11 столбиков без накида. 8 ряд довязали. Следующие 2 ряда, 9 и 10, вяжем красным цветом по 48 столбиков. И белым цветом вяжем 11, 12 и 13 ряд. Также 48. Всего провяжите сейчас 5 рядов. Провязали. В 14 ряду, это получается уже красным цветом, мы вяжем 6 столбиков без накида, убавка 6 раз. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6 и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге получается 42 столбика. И следующие 2 ряда, 15 и 16, провяжите красным цветом по 42 столбика без накида. Провязали. В 17 ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка 6 раз. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и вяжем убавку. Также довязываем до конца ряда. В итоге у нас получается 36 столбиков. И следующие 2 ряда, это 18 и 19, провяжите по 36 столбиков белым цветом. В 20 ряду провязываем 4 столбика без накида, убавка 6 раз. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4 и вяжем убавку. Вяжем также до конца ряда 4 столбика убавка. В итоге получается 30 столбиков. И следующие 5 рядов, это идет 21, 22 красным цветом, 23, 24, 25 белым цветом, провяжите по 30 столбиков. Провязали. Сейчас колпачок мой выглядит вот так. Получается уже такого приличного размера. Вяжем следующий ряд. 26. 3 столбика без накида, убавка 6 раз. 1, 2, 3 и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда, 3 столбика убавка, в итоге получится 24 столбика. Следующие 5 рядов, 27, 28 красным цветом, 29, 30, 31 белым цветом вяжем по 24 столбика. Провязали 5 рядов, теперь еще 2 ряда красным цветом, это 32 и 33, провяжите по 24 столбика без накида. В 34 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка 6 раз. 1 столбик, следующую петлю, 2 и убавка. Также довязываем до конца ряда 2 столбика убавка, в итоге получится 18 столбиков. И следующие 5 рядов, 3 ряда белым, 2 ряда красным, по 39 ряд, в общем, вяжем по 18 столбиков без накида. В
В 40 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, убавка. Также дальше столбик, убавка. Вяжем до конца ряда. В итоге получается 12 столбиков. В последней убавке меняем нить на белую и провязываем 3 ряда, 41, 42, 43 по 12 столбиков без накида. Провязали, белую нить обрезаем, хвостик ввязываем. Следующий ряд 44. Провязываем 2 столбика без накида, убавка 3 раза. Первый столбик, второй, и в следующую петлю вяжем убавку. В следующие петли, да, так правильнее будет. Один раз провязали, еще 2 раза вяжем также 2 столбика, убавка. И следующий ряд 45 провяжите 9 столбиков без накида. В 46 ряду провязываем подряд 4 убавки. Я, к сожалению, показать этого вам не могу, потому что пряжа у меня просто отвратительно толстая и очень неудобно вязать. Поэтому провязываем самостоятельно 4 убавки. Провязали, в следующую петлю вяжем соединительный столбик, воздушную петлю и нить вытягиваем. С помощью иглы закрываем оставшиеся отверстия, точно так же, как мы делали это на макушке головы и на пяточке ботинка. Теперь берем нить зеленого цвета и вяжем изнутри колпачка. Присоединяемся. Провязали воздушную петлю, считаем как первый столбик. Дальше вяжем второй столбик. Третий. Это можно сразу ввязать хвостики все. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Получается так, вяжем 5 раз. 9 столбиков без накида, прибавка за край, где мы набирали красным цветом воздушные петли в самом начале. 5, 6. Провязываем так весь ряд. Провязали, в следующем ряду втором мы вяжем за заднюю полупетлю 55 столбиков без накида. За заднюю это для того, чтобы получился отворот ровный. 1, 2, 3, 4. Так весь ряд. Провязали следующие 2 ряда, 3 и 4. Провязываем уже за полноценный столбик по 55 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали эти 2 ряда, теперь вяжем заключительный ряд обвязки на колпачке. Это у нас идут почти такие же остренькие треугольнички, как были на воротничке. Но здесь немножечко отличается схема. Вяжем соединительный столбик. Далее набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Со второй петли от крючка в обратную сторону вяжем соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом, и в последнюю пятую петлю мы провязываем 1 столбик с 2 накидами.
Теперь отсчитываем на основном ряду 3 столбика и в 4 вяжем соединительный. Так, вот у нас 1, 2, 3 и соединительный вяжется в 4. Чуть-чуть совсем отличается от схемы воротничка. Снова набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем в обратную сторону. Сначала соединительный столбик, потом столбик без накида, потом полустолбик с накидом, один столбик с накидом в следующую и в последнюю столбик с 2 накидами. Пропускаем на основном ряду 3 столбика и вяжем соединительный в 4. 1, 2, 3, вот у нас 4. Вяжем так весь ряд. На шапочке я уже бубенчики не пришиваю. Нам еще остается провязать один заключительный вот такой шарик на кончик колпачка. Если у вас нет Alize Softy, из которой я вяжу вот этот шарик, то можно связать просто из обычной плюшевой белой пряжи. Это не принципиально и будет выглядеть тоже очень хорошо. Довязываем верхний ряд колпачка и покажу, как связать бубенчик. Берем пряжу Softy в 2 нити, либо обычную плюшевую белую. Крючок у меня также 4 миллиметра. Вяжем первый ряд. 6 столбиков в кольцо амигуруми. Первый. Оно все скрипит, я не знаю, что с этим сделать. Второй. Понимаю, что это звучит отвратительно. И 6. Колечко затягиваем, вяжем следующий ряд, второй. Провязываем подряд 6 прибавок. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая и 6 прибавка. Следующие 2 ряда, 3 и 4, провяжите по 12 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд заключительный провязываем подряд 6 убавок. Первая, вторая, третья, добавляем немного наполнителя, четвертая, пятая и 6 убавка. В следующую петлю вяжем соединительный столбик, воздушная петля и вытягиваем длинную нить для того, чтобы нам хватило пришить этой нитью бубенчик к колпачку. Процесс пришивания довольно простой, поэтому показывать я его не буду. Думаю, здесь вы разберетесь сами, как это сделать. Делаем полностью колпачок, и давайте покажу еще один момент. Я его фиксирую на голове одним стежком белого цвета. Вот так выглядит стежочек, здесь завязанный на пару узелков. Просто чтобы он не болтался в сторону, я его таким образом прикрепила. Так, по поводу воротничка вы также уже самостоятельно пришиваете все бубенчики. После того, как пришили бубенчики, сзади на шее, уже на самом эльфике сшиваете эту деталь в круг. Получается, вот у нас оставлены хвостики, и с помощью них просто пришиваете за начало. Теперь остается только одна деталь, которую я хочу вам показать. Это как сделать челочку у эльфа. У моего первого эльфа она выглядит вот так. Именно поэтому я потом сверху пришью шапочку. Сейчас не стала пришивать для того, чтобы показать вам, как это смотрится. Сейчас будем делать то же самое на втором эльфике.
Получается, перед тем, как прикреплять волосы, необходимо примерить шапочку на эльфа, посмотреть, где точно она будет у нас пришиваться, на каких местах, и только потом делать волосы. Потому что гораздо проще сейчас подстроить волосы под шапочку, чем сделать это наоборот. Вот она у меня будет располагаться вот так. Теперь я с помощью иголочек отмечаю места, где хочу, чтобы находились волосы. Теперь можно шапочку убирать и приступаем к вывязыванию волос. Делаю я это коричневой пряжей. Крючок взяла 3 миллиметра. Но можно, наверное, взять и также 4. Я думаю, это не будет прям сильно большой разницы между этим. Присоединяюсь не прям ровно по траектории, как мы будем сейчас провязывать этот ряд, а немножко в сторону, чтобы когда пришили шапочку, начало оставалось прям глубоко под ней, его не было видно. Провязываем воздушную петлю. Все, начало сделали, и теперь начинается самое сложное. Это, в принципе, вязать этой пряжей. Вязать ей нужно так, чтобы все волосюшки были внизу. То есть постоянно ее перекручивать и располагать эти волосики вниз. Вот так расположили все вниз. Теперь вводим крючок под петлю, где у нас была булавочка. Захватываем. Захватываем так, чтобы волоски все равно оставались внизу. Провязываем первый столбик. Снова все волоски распределили вниз. Переходим вверх. Я придерживаю волоски, когда провязываю столбик. Также дальше. Снова крючок вводим под следующую петлю. Идем, получается, к следующей булавочке. Все, волоски вниз. Я совсем не часто вяжу этой пряжи, поэтому как такового большого опыта ее использования у меня нет. Показываю, как научилась сама. Все, опять все волоски перекрутили, чтобы все было ровненько вниз, чтобы они у нас торчали куда надо, а не во все возможные стороны. Все, я думаю, вам здесь понятен процесс. Вяжем так до противоположной стороны по меткам, которые мы поставили с помощью булавочек. Так, после того, как провязали, теперь в конце делаем одну воздушную петлю. Вытягиваем нить, вытягиваю я ее подлиннее, чтобы и хватило провести через заднюю часть головы к первому хвостику. Потому что нить такая, что я боюсь, что она может от любого чуть ли не дуновения ветра распуститься, поэтому я всегда их обязательно первый хвостик и последний, вот этот первый у меня, я их связываю между собой. Получается, сейчас я вот этот хвостик с помощью иглы проведу через наполнитель, выведу вот здесь и завяжу на узелки, потом спрячу в голове. Теперь еще один такой интересный момент, чтобы волосики не были прям вот такие сильно длинные. Тоже делается это по желанию. Я беру их, сначала расчесываю, а потом просто подрезаю на нужную мне длину. Вот как у первого. Смотрите, какая разница. То есть у него тоже они были длинные. Я подрезаю так, чтобы они не доходили до глаз. Сейчас побаиваюсь, если честно, делать это на камеру, потому что не очень удобное расположение. Ну, попробуем. Чувствуем себя парикмахерами.
творим красоту. Вот как-то так. В общем, примерно показала. Дальше уже, конечно, я за кадром это все на краешках хорошо подстригу. Обтряхну его. Так, колпачок примеряем. Все, уже потом доведу его до нужного мне вида. Колпачок пришиваем нитью в тон. Зелененько можно отвернуть и прошить, например, по самому краю, к голове. Вот такие эльфики у меня получились. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Вы остались довольны результатом. Делитесь своими фотографиями в моей группе ВКонтакте. Их можно выставить в фотографии сообщества. Тогда их увижу не только я, но и все остальные, кто взял такого эльфика. Спасибо вам за совместно проведенное время. Надеюсь, что мы увидимся скоро в следующих мастер-классах. Всем пока и до новых встреч!